Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вас познакомлю с рецептом пирога, который у меня в моей семье пекут уже больше 50 лет. Этот рецепт моей мамы, она его пекла еще тогда, когда сгущенку нужно было варить, чтобы она превратилась в вареную сгущенку. По этому рецепту уже точно больше 50 лет. Попробуйте его сегодня приготовить со мной. Рецепт очень легкий, получится у всех, и пирог получается очень вкусный, мои дорогие. Начнем печь. Сегодня, мои дорогие, пирог у нас будет очень-очень легкий в приготовлении. Одно яйцо отправляем в посуду, где будем замешивать тесто. Сюда же добавляю 2 столовые ложки сахара. Щепоточка соли. Все это нужно будет перемешать. Вначале делаем основу пирога, а потом уже сделаем начиночку. Добавляю ванилин или ванильный сахар, 1 пакетик, у меня капсула. Сюда же добавляю сметанку. 50 грамм сметаны у меня. Сметана у меня 20%. У кого нет сметаны, а кто хочет сделать этот пирог, и, например, со сметаной у вас тоже напряженка, как и у меня в Греции, поэтому можно прекрасно заменить сметану йогуртом 10%. Добавляю растопленное сливочное масло. 120 грамм. Масло должно быть уже у нас остывшее, холодное. И добавляю 250 грамм муки. Муку добавляю 2 этапами. 1 чайная ложечка разрыхлителя. Если вы будете класть в тесто соду, как присутствует в настоящем рецепте у меня сода, соду погасите сметанкой. А если будете класть разрыхлитель, как я, то с мукой. Оставшуюся часть муки добавляю и замешиваю тесто. Венчиком уже тяжело работать, лопаточкой собираем муку. Нам даже ничего замешивать не нужно, нам нужно просто-напросто все собрать в один комочек. Рукой собираю тесто, получается очень мягкое, очень приятно с ним работать, но не липнет к рукам. Основа у нас песочная, но входит в состав и сметанка. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. И на дно распределяю тесто. Рукой. Поднимаем бортики. Бортики невысокие, приблизительно где-то 2 сантиметра. Обязательно нужно будет наколоть вилочкой, чтобы тесто у нас равномерно поднялось. Бортики тоже прокалываем. И вот как есть противень, я кладу в холодильник, пока буду делать начиночку. Для начинки нужно будет взять 3 яйца. Яйца у меня приблизительно 60 грамм каждое яйцо. На этом этапе вы можете, конечно, все это сделать миксером. Я просто вам показываю, как это все можно сделать венчиком, но миксером тоже, конечно, можно. Добавляю сюда же 150 грамм сметаны и банка вареной сгущенки. И все это нам нужно перемешать. Хотите миксером взбейте, буквально 2 минутки. Сюда же я добавляю 2 столовые ложки полные, это приблизительно 50 грамм кукурузного крахмала или картофельного крахмала. Любой крахмал подойдет. И здесь уже по вашему желанию, конечно, я добавляю где-то 30-40 грамм крупно нарезанных грецких орехов. Орешки можно не добавлять, но с орешками другой вкус. Начинка уже готова у меня. Выливаем начинку сверху на тесто. И отправляем в разогретую духовку, хорошо разогретую духовку на 180 градусов. Пирог у меня выпекался ровно 45 минут. И посмотрите, какая красота получилась. Очень быстро, бесподобный завтрак. Даже с чаем просто выпить очень-очень вкусно, мои дорогие. Посмотрите, какая красота. Попробуйте спечь. Мне кажется, понравится всем. Абсолютно несложный рецепт. Очень старый, проверенный годами. Получится у всех. Приготовьте, попробуйте, напишите, мне понравился вам рецепт или нет. И вообще, пробовали вы что-нибудь подобное. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч на моей кухне. Приятного чаепития.